Приветствую всех на моем канале. Следующий герой, которого разберем с вами, это Эомер. Прекрасный герой. И я очень сожалею, что раньше он был немножечко послабее Теодена. Потому как, вы просто посмотрите. Вот так должен выглядеть полководец Рохана. На лошади, с мечом, все дела. Просто замечательно. Но король у нас Теоден. Сидит в кресле, получает палкой. Итак, переходим к Эомеру. Кто играл раньше, помнит, что герой этот раньше игрался в основном и предпочтительно через личный урон. Сейчас же имеются нюансы. Нюансы, которые я уже проверил на практике. Комплект этот, не смотрите на нем, это просто пока лучшее, что из того, что подходит ему, у меня имеется. Итак, сразу перейдем к параметрам. Что у него по параметрам? Урон в чистом виде 16-18. Неплохо. Командование в чистом виде 106. Тоже неплохо. Инициатива в чистом виде 57. Опять же на 50 уровне. Это просто прекрасно. Да, позже поймете почему. Итак, переходим к титулам. Ранг 5. Предводитель Эорет. Точно такой же, как у Теодена. После того, как 3 союзных формирования кавалерии наносят урон, вероятность 75% нанести дополнительно 30% урона. Очки здоровья юнита плюс 10%. Эодиг. Наносит 400% физического урона одному формированию. С вероятностью 30% наносит дополнительный урон один раз. То есть бьет еще раз. Насколько я понимаю, и наносимый урон плюс 10% в течение одного раунда. Вот этот момент смущает. Наносимый урон плюс 10% в течение одного раунда, учитывая то, что откат у нас один раунд. То есть 10 уровень не даст вам усиления этого навыка. Маршал Рохана. Наносит 380 физического урона один раз двум вражеским формированиям. Командир атака плюс 5, командир инициатива плюс 5. Откат 2 раунда. Всадники Рохана. Командир и юниты кавалерии в формировании командира имеют вероятность 60% получить на 30% меньше урона. Юниты в формировании командира получают инициатива плюс 5. Забегая наперед, вот эти все параметры инициатива плюс, они нужны ему постольку-поскольку. Разве что юниты кавалерии получают инициатива в принципе, это замечательно. Почему? Потому что инициатива в чистом виде у него достаточно высокая. Итак, варианты игры с им 2 по-прежнему. Через личный урон и через войска. Через личный урон это вы берете на максимум Маршал Рохана, понятное дело, на максимум Эодиг и... Если ранг 5 есть, то предводитель Эорет, если ранга 5 нет, то всадник Рохана. Но в обновлении 2.0, на мой взгляд, намного предпочтительнее игра им через юнитов. Предводитель Эорет на максимум. Всадники Рохана. На максимум, если он один у вас играет. Если нет, то до уровня 5. И дальше Маршал Рохана. Потому как пока что этот навык более стабильный, чем Эодиг. Почему такой расклад? Все-таки через юнитов его переделать, а не через войска? Дело в том, что имеется как раз таки нюанс, о котором упоминал. Уже проводил тестирование. Навык ранг 5. Эффект складывается с навыком ранга 5 Теодена. То есть отдельно работает в бою этот навык у Теодена, отдельно работает и у Эомера. Одновременно. Понимаете, что это значит? Кто поумнее? Кто нет, пусть подумает. Артефакт сразу разберем, какой у него имеется. Это Гудвин, меч, к руководству плюс 30, командир атака плюс 6 и дальше бонусы к юнитам. Эомер и юниты его формирований получают следующие эффекты в последовательности. Инициатива достигает 30, повышает следующий наносимый урон Эомером на максимуме 30%.
инициатива достигает 50, юниты кавалерии в формировании Эомера приоритетно атакуют вражеские юниты дальнего боя. Артефакт вам как бы тоже намекает, что лучший из навыков — это игра через юниты кавалерии, а не через урон. Если у вас он достаточно прокачан, а не как у меня всего на 5, то теперь он играет через юниты кавалерии, урон личный как второстепенный момент. Дополнение просто вот куда очки потратить. Инициатива у нас, видите, в чистом виде 57. Потому проблемы с артефактом у вас вообще никакой не будет. Итак, предпочтительные ему, исходя из вышеупомянутого набора. На мой взгляд, опять же, командование как приоритет. Как дополнение личный урон. Это если у вас получится. Но приоритет все-таки личное командование. Можно сделать гибрид, взять оружие на урон, а все остальное на командование пустить. Но упираться полностью в урон не стоит. Вы потеряете его преимущество в новой версии 2.0. По комплектам. Очень вероятно, что вы будете использовать его как танка, потому маневрирование и стойкость комплекта — это хороший выбор будет ему. Учитывая то, что командование у него все-таки ниже, чем у Теодена. Как дополнительные комплекты могут быть, опять же, неплохими, это мощь и свежевание. У кого он имеется и уже получил ранг 9 или выше, свежевание — это очень хороший комплект. Потому как у вас однозначно будет часть очков идти в личный его урон. На этом, в принципе, все. Персонаж замечательный, особенно в новой версии для комбинирования. Я его проверял. Не буду показывать отчеты, потому как я его планирую использовать в новом сезоне. Могу сказать, что в некоторых комбинациях он становится имбой. Вместе с Теоденом. Я очень доволен. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.